Каждая третья женщина в мире, согласно статистике, ничего не чувствует во время близости. Прикосновение есть, а ощущений нет. За 3 года работы йони-массажистом ко мне часто приходили женщины, которые говорили одно и то же. Со мной что-то не так, я ничего не чувствую или чувствую, но все равно как-то никак. Обычно это называют фригидностью. Но что, если я скажу вам, что у фригидности есть конкретный физический блок, который возможно разрушить и войти в мир удовольствия? В этом видео я расскажу, как разбудить блок в тазовом дне и начать вести полноценную жизнь. Дам чек-лист, чтобы понять, живет ли фригидность в вашем тазовом дне, и поделюсь простой техникой, которую можно сделать сразу же после просмотра этого видео. Проблематика, статистика и разрушение мифа. Давайте посмотрим правде в глаза. По данным глобальных исследований, различные формы женской сексуальной дисфункции могут затрагивать до 40-50% женщин. В России исследования показали, что у 21% пациенток гинекологических клиник выявляются те или иные сексуальные расстройства. Международные обзоры говорят, от 17 до 55% женщин соответствуют критериям расстройства сексуального интереса или возбуждения. Это не выдумка и не злой рок, это физиология. В 20 веке фригидность считалась психиатрическим диагнозом, и некоторые женщины даже подвергались лоботомии. Лишь к 70-м годам подход начал меняться. Потом пришла сексуальная революция, и все решили дело в клиторе, а не в голове. Но и это не вся правда. Современные исследования показывают, у подавляющего большинства женщин с отсутствием возбуждения и оргазма нет психических нарушений. Зато есть хроническое напряжение мышц тазового дна. И у женщин с гипертонусом этой зоны риск сексуальной дисфункции, включая аноргазмию и боль при половом акте, повышен в разы. Анатомия фригидности. Почему это происходит? Все дело в мышцах тазового дна. Это такой своеобразный гамак, который поддерживает матку, мочевой пузырь и прямую кишку. Когда эти мышцы хронически напряжены, они пережимают нервные волокна и сосуды. Постоянный мышечный спазм, словно перекрученный шланг. Сигнал удовольствия просто не доходит до мозга. Представьте, что ваше тело способно чувствовать намного больше. Просто сейчас дверь в мир ощущений захлопнута. И ключ от нее не в психотерапии, а в конкретных мышцах. И здесь важно различать две крайности. Многие слышали про упражнение Кегеля для укрепления. Но давайте посмотрим. Есть гипотонус, слабость мышц. При нем чувствительность часто нормальная, оргазм может быть, но труднодостижим из-за слабой мускулатуры, ощущение при проникновении будто пусто или широко, и здесь рекомендация укреплять, то бишь упражнениями Кегеля. Есть гипертонус, хроническое сжатие. При нем чувствительность снижена или отсутствует, оргазм часто невозможен из-за онемения, ощущение при проникновении, боль, давление, будто не влезает, и рекомендация расслаблять и растягивать. Фригидность – это почти всегда гипертонус. А упражнения Кегеля при гипертонусе делают ситуацию только хуже, потому что еще сильнее сжимают и без того зажатые мышцы. Чтобы лучше понять разницу, представьте кулак. Гипотонус – это когда ладонь расслаблена, почти безжизненна и трудно что-то ей удержать. А гипертонус – это сжатый кулак, который вы не можете разжать даже когда хотите. Многие женщины с фригидностью живут именно вот с таким вот сжатым кулаком внутри. И часто даже не подозревают об этом, потому что это состояние просто стало для них привычным. Исследования подтверждают, что у женщин с дисфункцией тазового дна сексуальные расстройства встречаются значительно чаще. Но есть и хорошая новость – это обратимо. Регулярные техники расслабления и упражнения для мышц тазового дна значительно улучшают сексуальную функцию. Причина возникновения гипертонуса. Почему же мышцы таза уходят в хроническое сжатие? Вспомните, сколько раз в день женщина непроизвольно втягивает живот или напрягает промежность. Когда начальник критикует, когда ребенок балуется в общественном месте, когда она просто стоит и ждет в очереди. Если женщина выросла в культуре «будь хорошей девочкой, терпи, контролируй себя», или ей, например, запрещали трогать себя, будучи ребенком, когда она просто пыталась исследовать свое тело, даже не зная такого слова, как мастурбация, и за это наказывали или даже били, очень велика вероятность, что ее тазовое дно живет в режиме постоянного поджатия с детства. Знакомые ситуации? Поставьте лайк, если да. К этому еще добавляются травматический первый сексуальный опыт, болезненные роды или эпизиотомия, медицинские манипуляции без расслабления и любой опыт, когда тело запомнило, что проникновение – это не удовольствие, а боль или угроза. Итого мы имеем: мышцы сжимаются, чувствительность падает, мозг привыкает к пустоте, возникает та самая фригидность. Здесь еще важно сказать про связь стресса и тазового дна. Когда мы испытываем страх или тревогу, активируется симпатическая нервная система, режим «бей или беги».
В этом режиме мышцы тазового дна рефлекторно сокращаются. Это древний механизм защиты внутренних органов и, если угодно, закрытия доступа к уязвимости. Если стресс становится хроническим, формируется порочный круг. Напряжение закрепляется, нервы и сосуды сдавливаются, мозг перестает получать качественные сигналы от этой зоны, и возбуждение гаснет. Более того, тазовое дно тесно связано с диафрагмой через соединительные ткани. Когда мы сдерживаем эмоции, мы невольно задерживаем дыхание и напрягаем живот. Это дополнительно фиксирует гипертонус. Поэтому работа с тазом почти всегда требует работы с дыханием. Так что фригидность это не просто не хочу, это буквально не могу из-за мышечного панциря. Йони-массаж как инструмент восстановления. Это не просто расслабляющая процедура, она также может работать и в терапевтическом ключе. И как она, собственно, работает при гипертонусе? Первое снятие спазмов. Медленное, согласованное, предсказуемое прикосновение активирует парасимпатическую нервную систему. Ту, что отвечает за покой и восстановление. Это дает мозгу сигнал «здесь не больно, здесь не угроза» и можно отпустить напряжение. Второе– это улучшение кровообращения. Мягкая стимуляция вульвы и клитора усиливает приток крови к нервным окончаниям. Исследования показывают, что мышцы тазового дна могут напрямую влиять на клиторальный кровоток, а значит и на чувствительность. И третье– эмоциональное освобождение. В мышцах таза часто хранятся подавленные эмоции, страхи и последствия травм. Йони-массаж создает безопасное пространство для их высвобождения. Это особенно важно при вагинизме и хронической тазовой боли. Важнейшее отличие от интима заключается в том, что во время обычного полового акта женщина часто все еще находится в режиме угодить, показать, не пропустить оргазм, то есть в микрострессе. Ее массаж проводится без сексуальной цели, только тело, дыхание и возвращение контакта. Приведу один пример. Пришла женщина, 34 года после сложных родов. Говорит, интима не хочу, оргазм не помню, а внутри будто все ватное. На первом сеансе одно только осознанное дыхание животом в безопасной обстановке, бережное прикосновение к телу без каких-либо внутренних манипуляций вызвало слезы и ощущение тепла внизу живота. Когда мы очень мягко начали внешнюю стимуляцию, она впервые за годы почувствовала приятные импульсы, идущие от клитора вглубь тела. Это был не оргазм, но это было возвращение чувствительности. Один из важнейших этапов. Здоровая и расслабленная мускулатура тазового дна напрямую повышает оргазмический потенциал и снижает боль при контакте. Когда йони-массаж не поможет? Первое. Перед сеансом вы должны обязательно ознакомиться с противопоказаниями, дабы не причинить вред себе и своему телу. Второе. Чуда и гарантированного результата на первом сеансе никто не даст. Но также эффективность могут сильно снизить прием антидепрессантов, гормональная контрацепция, постменопаузальная атрофия тканей. Один массаж здесь без коррекции гормонального фона или смены препаратов не решит проблему. В этих случаях уже нужен врач. Но для той огромной доли женщин, у которых проблема именно в телесном напряжении, йони-массаж дает то, что не дают таблетки и разговоры. И, пожалуйста, помните, работа с тазовым дном– это не про то, чтобы исправить себя или соответствовать чьим-то ожиданиям. Это про возвращение контакта с собственной телесностью и правом на удовольствие, без всякого чувства вины и стыда. Итак, на экране вы можете ознакомиться с чек-листом. Для удобства можете поставить на паузу. Если вы ответили «да» на 3 или больше пунктов из этого списка, высока вероятность, что дело в гипертонусе дна. Обратите внимание, пункт «умеете напрягать и расслаблять, но ощущения не меняются» очень показательный. Если бы проблема была в слабости мышц, тренировка Кегеля быстро дала бы эффект. А вот если мышцы хронически зажаты, напряжение расслабления превращается в микросудорогу и чувствительность не возвращается. Это прямой маркер гипертонуса. Фригидность– это не приговор, а сигнал тела о помощи. И живет она в мышцах, которые можно и нужно реанимировать. А сейчас в качестве первого шага попробуйте простое упражнение. Закройте глаза, положите ладони на низ живота и сделайте медленный вдох носом, направляя воздух в живот. Причем так, чтобы ладони мягко разошлись в стороны. На выдохе позвольте губам чуть приоткрыться и представьте, что все напряжение, вся тяжесть стекают вниз к тазовому дну и там растворяются. Попробуйте почувствовать тепло в этом месте. Сделайте так раз 8-10. Это и будет вашим первым диалогом с тазовым дном. Поставьте лайк, если вы хотя бы раз думали, что со мной что-то не так и я не чувствую того, что должна. Также вы можете посмотреть видео «5 мифов о женском оргазме». Оно тоже будет для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо и берегите себя.